Всем добрый день! Мы находимся с вами в помидорной теплице. Как видите, помидоры мои выглядят достаточно хорошо. Они темно-зеленого цвета, они не жируют, достаточно неплохо цветут. И сегодня именно я хочу поговорить с вами о том, почему же нет завязи на помидорах. Для получения хорошего урожая надо создать необходимые условия, которые будут очень важны для цветения, роста и плодообразования. Что же это за условия? Прежде всего, это влажность в парнике должна быть не более 50-60%. При повышенной влажности пыльца начинает слипаться, и, конечно же, плоды не образуются. Также необходимо соблюдать температурный режим. До 25 градусов по Цельсию должна быть температура воздуха в теплице. Если выше 28-30 градусов, то завязи не будет. И потому что пыльца созревает при температуре от 16 до 25 градусов. Полив кустов должен осуществляться один раз в 5-6 дней, но полив должен быть достаточно обильным, особенно если у вас достаточно быстро пересыхает почва. Конечно же, необходимо рыхление почвы, опыление цветов, должно быть соответствующее освещение и, конечно же, удобрение. Но чтобы растения в этот период времени, это очень важное условие, не жировали. И, конечно же, мульчирование. В этом году у меня не было соломы, поэтому мульчирование я не проводила, а так всегда укладывала под помидорами и также и под перцами обязательно солому. Итак, для уменьшения влажности какие мы мероприятия проводим? Необходимо проветривать теплицу постоянно. Помидоры любят сквозняк, поэтому проветривание проводим ежедневно. Если сухо, поливаем, и можно поставить пару ведер воды в теплице, если уж очень сухой воздух. Также можно проводить опыление растений, постукивая по кусту каждые 3 дня. Вот таким вот образом. Или же брать кисточку и дотрагиваться до цветочков и таким образом опылять растения помидоров. Также необходимо в этот период времени подкармливать растения, но уже подкормка должна состоять не из азота, как мы это вначале делали, а уже здесь дополняем наши подкормки в зависимости от того, как выглядят ваши растения. Напомню вам, что если листья желтые, это мало азота. Фиолетовый окрас говорит о том, что мало фосфора. Листья стали коричневыми, особенно нижние листья. Это нехватка калия. Те, кто любит применять минеральное удобрение, могу посоветовать вам монофосфат калия 15 граммов на 10 литров воды. И также можно использовать суперфосфат и сульфат калия. Также не забываем про микроэлементы. Но микроэлементами мы опрыскиваем растения по листу. Что можно применять из органических удобрений? Это такие натуральные удобрения, например, дрожжи. 100 граммов дрожжей разводите в 1 литре воды, они бродят у вас там 1-2 суток, и затем добавляете 9 литров воды, разбавляете и поливаете ваши растения. Также можно использовать золу. 1 столовая ложка золы на 8 литров воды. Разбавляете и также проливаете ваши растения. Очень хорошо действует йод. Это одновременно и подкормка, и одновременно йод поможет вам бороться с какими-то заболеваниями на ваших растениях.
Йода понадобится 10 мл, золы 3 литра, борной кислоты 10 граммов. Сюда добавляете 1 литр молока. Все это разбавляете в 10 литрах воды. Для подкормки под корень этот рецепт. Можно использовать также внекорневые подкормки. Внекорневые подкормки также важны для растения, для помидоров. Это 200 граммов золы, закипятить в течение 20 минут. Можно использовать мыло 100 граммов или же 1 литр молока для прилипания. 25-30 капель йода, 1 ложка перекиси водорода, но я бы с перекисью не перебарщивала, достаточно 1 ложки столовой, и борная кислота 3-5 граммов. Все это разбавляете в 10 литрах воды и опрыскиваете ваши растения. Очень важно знать, что помидоры в период, когда прохладная погода, холодное время суток, удобрять не рекомендуется, потому что вещества очень плохо усваиваются. Следующим пунктом является, конечно же, удаление лишней ботвы, пасынков, которые очень часто появляются при перекормке ваших растений. Нормируете растение в зависимости от того, какое оно, ваше растение, детерминантное или же индетерминантное. Обязательно подвязывайте. Я использую вот такие вот шпагаты. Они очень удобны, их можно уменьшить, можно увеличить. Ну и, конечно же, заботитесь о вашем растении и проявляете к нему любовь. И ваши растения будут хорошо завязывать плоды, помидоров будет много, и вы насладитесь их приятным вкусом и ароматом. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.